Сегодня я хочу поговорить с вами, друзья, союзники и враги, о лжи, которую ежедневно строчат полки ботов на содержание Лукашенко и Путина. Нас не трогает их ложь, Байпол слишком занят, мы работаем. Ежедневно мы связываемся с людьми и строим подпольные ячейки по всей стране. Ложь изливают рты пропагандистов, а подхватывают ее, верят или сомневаются наши союзники и соратники. Мне не оскорбительно, когда звучит ложь обо мне и нашей организации. Но ложь мешает заниматься нашим общим и главным делом – освобождением Беларуси. Мы предоставили данные для аудита нашей работы, чтобы доказать, что мы честные люди и честно делаем нашу тяжелую работу. Мы не то что миллионы украли, да у нас в офисе электрочайник работает только, если крышку придерживаешь. Мы экономим на всем для себя, но дали все снаряжение, что было для тренировки добровольцев в хоругвах. У нас были ошибки в организации. Я, как и все люди, могу допустить ошибку в публичных речах. Но я прежде всего человек дела и практики. И дело мы делаем. Пусть тот, с кем у нас общие враги, задумается, почему он верит лжи, которую так усердно тиражируют помойки режима. Почему ты, враг нашего общего врага, веришь этому врагу? Ты не видишь, как это ему выгодно разобщать нас? Эта ложь вредит нашему делу, пока ты ее поддерживаешь. Знаешь, почему они так усердно поливают грязью Байпол? Потому что мы единственная организация, которая системно готовится к восстанию в Беларуси, и у которой тысячи людей, готовых к борьбе в нужный момент. Сила – это то единственное, чего боится режим. Гауляйтер Лукашенко, продающий остатки независимости за подачки с барского стола Путина. Его слуги – предатели Родины, которые отреклись и продали ее. Так называемые силовики, ставшие наемниками, оккупантами на содержании фашистской России. Им плевать на честь, совесть и достоинство. Их волнуют только деньги и собственное благополучие. Единственное, чего они боятся – сила. Именно поэтому они так люто ненавидят полк Калиновского и других добровольцев в Украине. Ненавидят и боятся, льют на них потоки лжи. Потому что каждый боец, чья душа и тело прошли закалку под русским огнем и свинцом на фронте, стоит десятков коллаборантов, носящих форму армии и милиции. Именно поэтому они льют грязную ложь на Байпол. Именно поэтому они регулярно заставляют случайных людей угрозами и пытками оговорить себя, что они стали участниками плана Пирамога. Они стараются уверить всех, что победа невозможна. Но победа не просто возможна, победа неизбежна. Два больных старика у власти могут в любой момент умереть или стать недееспособными. В истории было немало таких примеров. Сталин, Франко и много кто еще. Вчера всесильный вождь, а завтра кусок мяса, не контролирующий даже собственный кишечник. Больным старикам не жалко никого, и им никто не нужен. Все их халуи – это инструменты для стариков, стоимость еще одного месяца их жизни. Посмотрите, как Путин раздавил дважды героя России Пригожина. Смерть, недееспособность вождя, мятеж, неожиданность для всех, неизбежны. И мы готовим план Пирамога к этому моменту слабости режима. И мы знаем всех преступников, что они сделали и где они живут. И поверьте, воздаяние настигнет каждого по делам его. Продажные чиновники, лживые судьи, покорные исполнители, жестокие каратели. Народный гнев копится долго, и тем сильнее будет возмездие. Кто сеет ветер, пожнет бурю, которая сметет вас, предателей, оккупантов и коллаборантов. У вас не будет ни работы, ни пенсий, ни квартир, ни будущего, кроме тюрьмы, кому повезет. Вам будет некуда бежать, кроме России. Везде, рано или поздно, вас выдадут Интерполу. Для вас есть один выход – успеть заранее стать на сторону народа. Делом заработать амнистию и смыть позор предательства и пособничества государственным преступникам, силой захватившим власть в нашей стране.
наши соратники, верящие нам и готовящиеся к решительному бою. Будьте осторожны, тренируйтесь, объединяйтесь с проверенными людьми и ждите сигнала. Мы не можем оперативно связываться со всеми, но сделаем это. Мы не забыли о вас. Нам просто не хватает возможности часто связываться со всеми десятками тысяч, записавшимися в план Перамога. Соратники, как и во время фашистской оккупации, вас называют террористами. Точно так же фашисты называли ваших предков партизаны-подпольщиков. Мы знаем, что истинные коллаборанты – это пособники хунты Лукашенко и русских фашистских оккупационных сил. Союзники, вы можете негативно относиться ко мне и моим соратникам, но у нас общее дело – освобождение страны. Тот, кто мешает нашей работе, распространяет ложь и провокации, вольно или невольно помогает Лукашенко и Путину. Задумайтесь еще раз, почему режим так много сил тратит на то, чтобы опорочить нас. И в следующий раз, перед тем, как бездумно повторять слова озаренков, подумайте, это помогает в борьбе против Лукашенко или сработает в его пользу. Давайте, сцепив зубы, игнорируя ложь и провокации, упорно трудиться вместе, каждый так, как может. Партизаны и подпольщики в оккупированной стране, добровольцы на фронте, волонтеры в эмиграции, бойцы Харукв на тренировочных площадках. Каждый белорус информацией, репостом, донатом или делом. Мы, как всегда, готовы работать вместе с любой организацией, фракцией или силой в главном – подготовкой к освобождению страны. Белых ленточек больше не будет, только национально-освободительное восстание. Белорусы, вступайте в план Перамога. Всегда используйте VPN. Свободу не дают, свободу берут. Живи Беларусь! Перамога будет за нами!